Доброе утро, земля. Время без 15:08. Идет дождь, где-то в часах 4:30. Не знаю, может он весь день вытянется. Пока что погода была благосклонна. Мне еще закидается, только проснулась. Я, наверное, буду еще валяться, отдыхать. Нога сильно болит. Что еще делать в дождь? Короче, у меня вообще ногу разбарабанило. Вот тут вообще твердо стало. Я хотела еще в раздевалку идти. По-моему, мне сегодня надо батониться весь день и дать ноге отдыхать. Время уже 9:30, я все это время валяюсь, потому что идет дождь. Кстати, я вчера же не снимала. Вот так стоит моя палаточка, вся мокрая. Прям у маны. У меня вещи вчера остались, я забыла про них. Они теперь все мокрые. Нога за ночь, конечно, расслабилась. Это плохо. Может, отойдет за день. Не знаю, как я завтра в ботинки буду засовывать. Может, расхожусь. Опять дождь пошел, или из деревьев капает. Все, выбрала момент, когда дождь немножко прекратился. И пошла до следующей стоянки. Пауэрбанк отдать людям. Спасибо сказать. Ребенка конфетками угостить. Ой, как красиво, там туман такой. Здесь я вчера купалась. Сегодня, наверное, не покупаешься. Там туман стоит такой красивый. Вот он, Петя, лютый походник. Да? Помаши зрителям, они тебя посмотрят. Вообще, реально лютый. Я просто в шоке от него. Молодец. Да, молодец. Как он забирает тропу, как он идет, это вообще круто. И вот он как, это мужественно все, мужественно. Ну, я представила. Я вчера испереживалась за него, честно, вообще. У меня прям сердце болит. Ты молодец. Ногу мне сейчас будут лечить. У меня вот такой шишак прям сильно твердый надулся. Здравствуйте. Здравствуйте. Это кто там? Сестра. Привет. С днем батона. Муженьки, сегодня день батона. Прикольно. Вот дети, блин, а. Походники. Мы вон там. Здорово. Так, у них тут все серьезно. Так, ну в эту спасибо. Вот с каким чебурашкой человек Это ходит. Чебурген с рюкзаком. А вы мне говорите, я с котом хожу. Ну давай рассказывай, кого он убил. Он убил Гену. Это кто? А, Гену? Крокодил. Ничего себе, так это какой-то страшный. И из его кожи сделал рюкзак. Это Чебурашка, а это Гена. А уже не Ненадолго дождь прекратился, я сейчас пойду в свою палатку. А здесь еще туман такой красивый. Небо черное, наверное, опять ливанет. И вот там туман. Такая река, какая красота. Вот там еще туманы. Время 1:30, думала, сбегаю быстренько до них, отдам пауэрбанк. В итоге дождь зарядил, меня пригласили в палатку. Такие люди добрые, отзывчивые. Мне кажется, сейчас такие редко встречаются. Ну, может мне так кажется, потому что я редко общаюсь с людьми. Дали мне вот дождевик, подарили одноразовый, чтобы я дошла до лагеря нормально, потому что тут трава, кусты, все мокрое. А я в термобелье пошла, думала, они рядом совсем, а они, оказывается, в километре. Километр от моей стоянки. Ну, приличное такое расстояние. Вот, ногу мне мою давай лечить. Оладушками угостили. Чай я там со смородиной попила. Вот так вот иду, носки сняла. Шлепки мои вымокли все, пока я в палатке сидела. Вот так мне ногу полечили, заклеили. Ну, шишка такая основательная у меня. Помазали обезболивающей мазью. Порошков мне всяких дали. В общем, вот. Иду, хромая потихонечку до лагеря. Они мне даже предложили вывести меня на лодке там
сократить. Мне 17 километров завтра идти, сократить километров 10. Но я отказалась, потому что я хочу пройти маршрут. Пусть я сегодня в радиалку не сходила. Да тут, в принципе, недалеко до скал. Вот. Но дождь, целый день дождь, мокро, а я с такой ногой. Поэтому решила ноге дать отдохнуть и не ходить в радиалку. Так, может, вдоль Маны немножко погуляю, если погода позволит. О, какая красота. Туман поднимается и скалы вдалеке. Пытаюсь мостик переходить. С больной ногой да по мокрым бревнам. Сыкотно немножко. Тут еще камень. Вот все-таки насколько сразу уменьшаются способности, когда нога немного болит. Вроде как, знаете, не критично. Но уже все, ты не можешь в полную меру спокойно, свободно идти. Даже вот любой камень небольшой уже препятствие. Вот. Ну, привет, моя палаточка, скучала без меня. Набулькалась. И теперь можно и побатониться. Время 2:30. Вот. А я там в гостях чаю с оладушками наелась. И даже, наверное, не буду пока кушать ничего. Просто полежу, побатоню с котиком. Ноги погрею. Вот. Почему-то после купаний сначала все тело обжигает, а потом больше всего жгет ноги. Даже уже вот я сейчас в спальнике лежу, они еще горят немного. Ну, приятное такое, знаете. Время уже без 25. Я все батоню слежу. И дождь идет с того самого момента, как я вот легла и решила батониться. Вот идет, то сильнее, то меньше, то сильнее, то меньше. Вот так у меня вещи пытаются высохнуть, но они вообще не сохнут, мокрые все. Мне уже, честно сказать, надоело батониться, но ничего не поделаешь, дождина идет, все мокрое, нога болит. Приходится вот валяться. Я уже проголодалась, наверное, я сейчас поем. Будет у меня такой ранний ужин. Доброе утро, земля. Утро 7-го дня. Вчера я почти весь день пробатонилась, весь день шел дождь. Вот, ночью дождя не было, палатка вся мокрая, даже внутри тент влажный, потому что высокая влажность, спальник немного отсырел. Ночь прошла хорошо, спала я хорошо, немножечко подмерзала, но под утро стало уже теплее. Сейчас надо быстренько собираться, сегодня у меня большой переход, 17 километров, но мне сказали, что должна быть хорошая тропа, поэтому я надеюсь, что я нормально со своей больной ногой дойду. Нога у меня не в лучшем состоянии, но за счет обезболивающих мне, в принципе, нормально. Она у меня и здесь опухшая, и уже опухоль даже сюда перешла. Вот видно, наверное, какая шишка. Вот здесь больше, конечно, болит, здесь самое такое место. Наверное, видно, что нога намного толще, чем эта. Эта такая тоненькая, эта такая толстая. Вот такие дела, потому что она опухла и с этой стороны тоже. Ну ничего, вроде на обезболе нормально, чуть-чуть болит. Главное в ботинок запихать. Главное, товарищи, что я с такой ногой все-таки выползла вот с той жести позавчерашней. Я
просто молодец. Я собрала всю волю в кулак. Реально было очень больно. Я до Курума чуть ли не ползла, потому что там нереально вообще было идти, да еще и с больной ногой. Просто зубы сцепила от боли и шла. И дошла до реки. А здесь уже я вышла на тропу. Какая я молодец. Меня решили на лодке подбросить до Ангула. А там я пойду уже до бани пешком. Сейчас поплыву. 12 километров я посмотрела, кстати. О, изба! Да, Круто! это? Надо знать, что там избы. Ой, тут камни такие, блин. Страшно. Класс, плывем. Охотники с собакой. Петя с Женей с мамой. Да. Женя с мамой. А что, трактор уже уехал? Все, всем пока. Спасибо, что подбросили. И вам тоже. Пока. Они дальше поплыли. Тут вот такая собачка. Маленькая, такая хорошая. Такая маленькая, хорошая. Мне сказали, что эта собака с деревни прибежала. Тут до деревни прилично. Километров 15, наверное, есть. Вроде она местная, бегает тут, знает все. А все поплыли дальше. Я одна осталась. Вот так меня подкинули на лодке и сократили. Целых 12 километров. Мы проплыли где-то полчаса. Я бы шла 12 километров, не знаю, полдня, наверное, потому что у меня болит нога. Вот. Я соблазнилась проехаться на лодке только потому, что нога повреждена. Такие дела. Ну все, сейчас мне получается километров 5 до бани, избы бани, с которой я начинала. Вот, в которой я ночевала первую ночь. Бегает, радуется такая, играется со мной. Наверное, рада, что человек хоть один остался, потому что здесь вообще никого нет. Там вот на берегу такие домики стоят, но это для типа база отдыха или что такое. Там людей нет, это рыбаки останавливаются, сплавщики, ну типа избы. Вот. А так вот поле пустое. Сейчас через поле пройду и зайду в лес. Тут типа дорога такая таежная. Видимо, на больших машинах приезжают сюда. А вот такая здесь дорога. Это я еще до реки не дошла. Блин, придется бродить, разуваться. По-другому никак не перейти. Короче, Алина, как всегда, без приключений не может. Пошла я там бродить эту реку. Блин, туда-сюда ее перебродила, потому что там по реке, получается, идешь, и там глубина нормальная. Пришлось вернуться.
Пошла через какие-то траву, кусты. Вот, оказывается, другая тропа есть. И есть переход через реку вот такой. Я, честно говоря, к нему еле вышла, потому что пошла, как всегда, через какие-то кусты, блин, они как нормальные все люди ходят. Вот, пойду сейчас по этим бревнам, надо аккуратно. Вот так вот бы я по реке вот оттуда пришла сюда. Но я бы по ней не пришла, она глубокая, и течение довольно сильное. А тут, оказывается, такой мостик есть. Ой, красиво. Лес, река. Вот такая тут тропа, трава, грязь, лужи. Окажется, что просто зеленая дорожка красивая. На самом деле в этой дорожке вот такое. Поэтому я пока пойду в шлепках. Тут, конечно, дорога лесная, но она вся вот такая. По мне так тропы в лесу лучше, чем вот такие дороги. Не знаю, как вам. Иду крайне медленно, берегу ногу, берегу себя, как все мне пишут всегда. Еще один небольшой бродик, такая речушка небольшая поперек дороги пробегает. Вот там красивый мох такой. Вот такая прохладненькая, не прям ледяная, хорошо так ногам. Ноги хоть помоются, а то там грязина такая. Хорошо, иду кайфую. Медленно, не спеша. Птиц слушаю, наблюдаю за всем, думаю, что вижу какое-нибудь животное, но пока никого нет. Следы только копытных были. Устала я в шлепках идти, думаю, в лужу помою ноги. Надену ботинки. Ну что, муравьи лютуют. Я стала как раз тут, где муравьев много. Красные. Ой, да блин. Иди сюда, муравей. Вот. Другое дело. Так хоть нога все-таки более зафиксирована, и штаны вот до сюда мокрые, хоть может маленько подсохнут. Что-то еще вроде не обед, а я уж проголодалась. Пока переобувалась, там воды попила, решила батончик фруктовый перекусить по дороге. Красиво вокруг. Тут такое поле красивое. Пучка цветет. Она же борщевик, который безопасный, который вкусный, можно есть. Одно из лакомств медведя. Ну вот я и пришла. Изба, баня. Спасительница моя. Ноги у меня все мокрые. Штаны мокрые. Надо сушить. Будем топить и просушивать все. Все хорошо.
Ё-моё, чё тут только туристы по не оставят, а? Ну зачем? Зачем вот это все? Столько мусора. Ну чем вы думаете, люди? И печенье, вот зачем оно, которое уже какие-то мыши сгрызли. Вот, ну кому вот это вот нужно все? Вот почти пустая, вот, да, аджика, соли дофигищи. Зачем столько вот мусора? Ужас какой-то. Ужас. Кстати, тут уже видно, что обычные туристы, матрасники всякие ходят. Ну, потому что вот это вот нормальный турист, нормальный походник никогда не оставит. Сразу видно, что изба обжитая. Пришла хозяйка. Еще печку осталось затопить, и вообще будет шик. Заваривался обед, я наколола дров. Вот, дровишек немножко наколола. Думаю, останется еще. И я оттуда там промокают эти дрова. Взяла, сюда пару положила, они здесь просохнут. Может, даже еще сейчас один подкину отсюда. Вот. Вот которые вот под этим навесом, они вот сухие. Вот эти с края, они мокрые. Надо вот один туда сейчас перекину, а эти мокрые сюда, наверное, чтобы сухие дрова были.
отсюда вид такой шикарный. Сижу, ем и вот смотрю на реку. Что, попробуем печь затопить. Кору нашла еще. Но она такая немного влажная. Ничего. Ну давай, печка, разгорайся. Сейчас маленько подожду, потом еще подложу. Вот, другое дело. Изба ожила. Дымок пошел. Хорошо сразу на душе. Уютно как-то. Сейчас буду потихоньку все заносить. Матрас надую, спальник занесу. Все там в бане получше просохнет, прогреется. Ботинки в первую очередь. Ой, вообще отлично. Я, конечно, не бог. Мусор вот так вот по щелчку не могу отсюда убрать. Но хотя бы выглядит все цивильно. Вот это вот, конечно, оно может нужно даже. Тент, там полиэтилен плотный. Может даже бутыли нужны, тарелка там, я понимаю. Но вот это вот, товарищи, ну вы чё? 2 мешка мусора. Товарищи свинисты, кому вы это оставляете? Кому, для кого? Кто это должен за вас вывести? А теперь обращаюсь к нормальным туристам, к нормальным людям, у кого есть машины. У меня машины нет. Ну вы же можете на машине централизованно приехать, вывести всего 2 мешка мусора. Неужели так сложно это сделать? Кому он здесь копится? Он будет еще больше нарастать горами здесь. Потом звери будут его растаскивать. Ну, у меня бы была машина, я бы и приехала, и вывезла этот мусор. Грею воду, хочу разбавить в бурдюке, чтобы голову помыть. Пойду на реку, сама ополоснусь, а потом помою голову сразу же.
хорошо, когда в такой ледяной воде помоешься, и есть где погреться. В избе-то вообще тепло. Ой, как же тут хорошо, тут так тепло. Я сейчас буду вся обсыхать, потому что толком вытереться вниз могла, потому что полотенце маленькое, оно все мокрое. Сейчас буду так обсыхать, обсохну. Хотя бы немного оденусь потеплее и буду ужин себе готовить. Вот так у меня все тут сушится, висит. Все греется. Печка вообще раскочегарилась. Там прям, я чувствую, тут опять от жары умирать буду. Но мне нужна эта жара сейчас, чтобы все это просушить. Ботинки особенно сильно мокрые. Слежу постоянно, чтобы не сжечь. Я их поставила так, чтобы они не прислонялись к трубе. И постоянно отодвигаю, меняю положение. Местами меняю, ну, чтобы ботинки не испортить. В прошлый раз я их тут же также сушила, и то они не просохли полностью. Но сейчас печка сильнее намного. Жарит прям, вообще раскочегарилась. Я думаю, даже я, может, еще раз чуть-чуть подкину, и все, остальные дрова останутся другим людям, кто придет, туристам. Здесь вот у меня сохнет. Тут я уже расположилась, все у меня на мази. Ой, как же здорово, когда можно вот так вот прогреться, просушиться. Я выбежала в эту ледяную реку, помылась, такая довольная. Так мечтала в этой реке искупаться, но здесь часто бывают именно в этом месте именно выходные туристы. А сегодня пятница, обычно они в пятницу приезжают. И я думала, это нереально, но сейчас никого нет, я искупалась такая довольная. Я тут что-то бегаю, все как пришла с того момента, все бегаю, все что-то делаю, потому что то дрова поколоть, то за водой сходить, то вещи развешать, то их потом опять собрать сюда, принести. Ну, в общем, что-то бегаешь, что-то постоянно делаешь без конца. И ногу я натрудила, она у меня болит. Вот. А я хотела сходить в радиалку до Скального района и полазить там. Ну, а с больной ногой, естественно, какое мне скалолазание, я полазить не смогу. Поэтому в другой раз, завтра я буду выходить с маршрута. Вот. А сегодня у меня просто прекрасный вечер будет. Буду сейчас уже отдыхать, ужинать. Помылась, вот, чтобы к людям чистой выйти, потому что волосы уже были грязные, с такой головой неприятно к людям выходить. Я всегда стараюсь с маршрута выйти чистой, помыться перед этим. Я сегодня вообще шикую. У меня такой тунец, баночка тунца осталась. Лучок, последняя головка осталась. Я заварила кашу овсяную с грибами и сыром. У меня тут китайское соевое крабовое мясо. Крабов я не ем, а соевое вот это вот хорошо заходит, очень вкусно, мне нравится. И может еще цикорий или чай попить. Знаете, все-таки завершение похода это самое классное, наверное, время. В плане того, что можно расслабиться, покайфовать, завтра уже на выход. Хоть и идти 15 километров, конечно, но все равно это не та жизнь, которая была до этого. Вот. Лежу, кайфую, вечерую, ужинаю. И знаете, чего не хватает? Не хватает костра, потому что я брала зефирки, но по мокрой траве, по мокрому лесу у меня нет желания уже ходить и дрова собирать с больной ногой. И после того, как я помылась, покупалась, все дела сделала, вот, не хочется уже просто отдохнуть. Поэтому сегодня без костра. Все-таки как я люблю избы. Это хоть и баня, но она для меня полноценная изба. Единственное, что спать не очень, потому что высоко по локам положено. А так это полноценная изба. Можно печку затопить, просушиться. Я вообще очень люблю избы. Я бы вообще только, наверное, через избу и ходила. Хотя иногда и в палатке хочется поспать, и в гамаке. Ой, блин, сюда еще залезть надо умудриться. Ой, укрываться я, конечно же, пока не буду. Так. В
принципе, в этот раз в избе не жарко. Так, нормально. Потому что я все время держала дверь открытой, чтобы не скапливалась жара. Натопила так нормально. Наверное, просохнут до утра ботинки все-таки. И даже до сих пор там что-то трещит, но уже там остатки. Изба есть изба. Все, всем спокойной ночи, до утра. В общем, мне все-таки стало жарко. И я разделась, надела майку и в майке лежу. Так вот у меня тут все висит. Дверь приоткрыла немножко, проветриваю. Вот. Время 8:30, кстати, очень рано, но я легла пораньше, потому что завтра рано вставать. Вот здесь у меня так все сохнет. Вот здесь вот так висит. Все. Доброе утро, семья! Доброе утро, земля. Ночь прошла хорошо, спалось отлично. В этот раз жарко не было. Я тут потихоньку собираюсь, сейчас позавтракаю и в путь. Посмотрела по карте, идти даже почти 16 километров до станции. Но, в принципе, по лесной вот этой грязной дороге до деревни, а потом еще от деревни там уже до станции немного останется. Всем, кому нравятся мои фильмы, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на группу ВК, там много интересных новостей, всегда свежие новости, все фотографии, короткие какие-то клипы выкладываю, новости пишу. Вот. И подписывайтесь на платформу Boosty, это платная платформа, но зато там можно всего лишь за 70 рублей в месяц смотреть фильмы с YouTube и без рекламы. Все, всем до встречи на новых платформах. Пока-пока. Дальше я снимать уже не буду. Уберу штатив, спокойно дойду со своей хромой ногой, доковыляю потихонечку. Главное мне успеть на электричку. Вот так все оставляю, как и было, чисто, аккуратно, никакого мусора, все за собой забрала, убрала. Оставила вот здесь сухие дровишки, топливо. И вот здесь дровишки остались. Ну, эти подсохнут.
Совсем маленький следик. Маленький-маленький. Медвежонка. Второй который. Деревенская жизнь. Жарина, им всем жарко. И на фоне этой деревни такая отбабахана классная школа. Гуси, жеребята, лошади, овцы. Круто. До станции осталось метров 800. Жарина стоит невозможная. Короче, я заходила по жаре и выхожу по жаре. Почему-то так получилось. Сейчас, походу, у нас опять будут жаркие дни стоять. Вот. Ну все. На поезд я успеваю. Даже еще у меня больше часа времени. Я сейчас зайду в магазин, куплю попить, что-нибудь перекусить. Это весь мой перекус. Пришлось чипсы брать, у них вообще ничего нет, ни пирожков, ни бананов. Взяла вот помидор, два мандарина и чипсы с водой. Такая глушь, вообще ничего у них нет. Вообще ничего нет. В 3 магазинчика зашла, на такие маленькие, сельские, знаете. Бананы, говорю, есть, нигде нет. Пирожков нигде нет. Я говорю, что у вас есть? Ничего нет. Капец, как тут люди живут, я не знаю. Ну, придется чипсами перекусывать. Помидорку сейчас съем. Сижу, жду поезд. Меньше часа ждать осталось.